Всем привет, меня зовут Стас, я 10 лет прожил в Польше, и мне отказали в карте резидента. Я знаю, это не популярно, наверное, рассказывать о каких-то ошибках, личных вещах, но в этом видео я поделюсь своей историей, расскажу, что такое карта резидента, почему она важна, почему важно именно не получить отказ, а забрать свои документы, потому что там есть сумасшедшая вещь, которую я узнал случайно у инспектора. Вы сможете не допустить эту ошибку, вы сможете получить карту резидента с первого раза. Поехали. История следующая. Карта резидента — это ПМЖ. Карта, позволяющая пребывать постоянно на территории Польши. Каждые 5 лет ты можешь ее просто менять, то есть менять сам пластик, но в целом это ваш билет в светлое будущее. Такую карту можно получить после того, как ты выполнил несколько критериев. Первый критерий — это прожить в Польше больше 5 лет, при этом есть там нюансы с выездами, это частые вопросы. В целом за эти 5 лет ты не должен покидать территорию Польши больше, чем на 10 месяцев, по-моему, больше, чем на 6 месяцев в году. Детальный критерий, чтобы точно не вводить вас в заблуждение, я оставлю внизу под видео, но вряд ли вы будете это делать. Да? Большинство людей там в Польше живя, либо в какой-то европейской стране, они живут здесь постоянно практически. Максимум куда-то там в отпуск переезжают. Это первое. Второй критерий — это подтверждающие документы, что вы знаете польский язык. Это либо обучение в Польше, либо сертификат з języka, знайомость języka polskiego, poziom B1, где вы сдаете państwowy экзамен. Я такой экзамен сдавал. Ссылка на видео о том, как я сдавал этот экзамен, будет здесь вверху. Обязательно посмотрите, потому что все, что говорят в интернете про экзамен польского, это неправда, это какой-то бред. Когда я его сдавал, я столкнулся с другими вещами. Поэтому послушайте мою историю. Соответственно, пребывание 5 лет в Польше — это наличие языка. Чаще всего, если вы такой же предприниматель, как я, то это экзамен. Вы будете сдавать экзамен польского языка. Школы полициальные будут, скорее всего, отменять. То есть акцию уберут. Третье. За прошлые 3 года вы должны показать подтверждение постоянного, стабильного и достаточного источника денежных средств, которые позволяли вам прошлые 3 года находиться здесь, покрывать ваши расходы на себя и там на иждивенцев, если вы кого-то содержите, да, и этого как бы должно быть достаточно. У вас должно быть место, где вы живете и принимаете корреспонденцию, это уже формальности, да, страховка социальная. Итак, где в основном люди имеют проблемы? С языком все понятно. Ты его либо сдаешь, либо нет. Если не сдаешь, то пересдаешь. Да? С жильем сейчас это уже не проблема. Есть там куча посредников, где ты договора можешь купить. Есть уже нами, иностранцами, купленные квартиры, да, за это время, пока мы тут жили. Тоже не вижу никаких проблем. С ЗУСом обычно, если ты делаешь хоть какие-то выплаты, ты работаешь по найму, за тебя платится ЗУС. У тебя есть одноособовое одевание, что платится ЗУС. У тебя есть компания, ты делаешь выплаты членкам зажонду, у тебя тоже есть ЗУС. Ты можешь купить платную страховку, тоже не вижу проблем. С выездами тоже нет проблем. Я же говорю, если вы в Польше, то вы обычно живете здесь. Чаще всего проблемы с доходом. С тем, чтобы, во-первых, у тебя за эти 3 года, за прошлые 3 года, да, как ты подаешься, у тебя не было дырок, то есть дырок в заборе, чтобы ты точно каждый месяц подтвердил, что ты выводил деньги. Второе, чтобы у тебя было достаточно средств, да, то есть эта сумма была достаточной, мы сейчас это обсудим. Ну и чтобы ты мог это все подтвердить. Я получил отказ именно в том, что инспектору не понравилась конструкция, как я это подтвердил. Поэтому детально разберем сейчас этот кейс. Это 80% отказов, с моей субъективной точки зрения. Если говорить за достаточность суммы, то я под видео напишу критерии, которые важны сейчас, но то, что я общаюсь там с коллегами, да, по рынку, с нашим партнером Ваней, допустим, по легализации, если в Кракове эти условия супер лояльные, тебя просят показать минимальный прожиточный минимум, что ты выводил эти деньги. Если кто-то на содержании у тебя, то еще там плюс дополнительная цифра. Внизу под видео я напишу эти четкие цифры, которые актуальны на 25 год. Например, в Варшаве они смотрят и учитывают твой договор аренды и понимают, что если ты выводишь себе, допустим, 3000 злотых, да, это больше, чем минималка, но при этом твой договор на квартиру 7000 злотых или там 5000 злотых, то как-то типа это неправильно, и инспектор реально может тебе написать мотивированный отказ. И если вы сотрудник по найму в какой-то компании, да, если вы даже в разных компаниях за эти 3 года работали, тут все окей. За вас платили СПИТы, да, то есть Private Income Tax,
платился. Отчисления видны, видны трудовые договора. Пожалуйста, сохраняйте их за все ваши прошлые 3 года. Сохраняйте ваши прошлые децизии, потому что в некоторых воеводствах могут попросить децизии, саму бумажку, не пластик, а бумажку. И пластиковые карточки тоже сохраняйте, потому что их тоже могут попросить. С работой все окей, да? Вы прошлые 3 года работали, тут понятно. Сложнее всего для таких самых отчаянных, как мы с вами, это предприниматели, да, это те, у кого jednoosobowa działalność была за эти прошлые 3 года, либо компания. Значит, что было у меня? У меня за прошлые 3 года была компания, потом в конце 2022 я открыл jednoosobowa działalność, там стало проще. Но мой инспектор прицепился именно к выплатам, связанным с компанией. Итак, у меня было несколько нюансов, да, с этим связаны, с вот этими дырками в доходах. И первая дырка, которая была, это когда там началось полномасштабное, там, первые 2 месяца, февраль-март, было не до вывода денег. Поэтому эту историю я закрыл объяснительной запиской, где я показал, что мы собирали сбюрки разные, делали, показал, что мы делали, и вроде бы как инспектор даже это принял, сказал: окей, напиши объяснительное, освещение, там туда-сюда, то есть это ее там вроде устраивало. Но я точно не уверен, ну то есть, что мы же никогда не знаем, как на самом деле. Второй момент, к которому она реально прицепилась, это выплаты, да, это выплата, которую я делал, она называется выплата членкам зарządu, которую я делал со своей спилки. Часть таких выплат я делал себе на карту, да, то есть переводом с компании на свой личный счет, а часть, и потом фиксировал это в своем годовом отчете, а часть из них я делал через выплату через кассу готовковым, то есть наличкой. Когда ты делаешь выплату наличкой со своей компании, ты подписываешь документ, который называется КАВУ. Переводится как квиток выплаты. То есть такой, дословно, билетик выплаты, да. Эти все КАВУ есть, да, то есть они подложены, ну, в документах, в бухгалтерии. В годовом пите, да, на который инспектор смотрит, он смотрит твой доход за год и смотрит каждый месяц. Там все хватает, и она прицепилась именно к вот этим выплатам и говорит, что я не могу принять часть ваших оплат, их там было там 5 или 6 оплат в течение этого года, потому что я не знаю, выплатили ли вы их на самом деле. Я говорю, ну как так, у меня же в ПИТе в годовом есть сумма, да, она показана, ее достаточно. Она говорит, ну вот ПИТ это одно, а то выплатили вы их или нет на самом деле, я не знаю, поэтому выглядит так, что я не могу вам дать эту карту, да, резидента, потому что я не уверен, что эти выплаты были сделаны. Хотя, еще раз повторюсь, в годовом отчете, в ПИТе в моем, там цифры было достаточно. Помимо этого, залички на ЗУС и на остальные налоги тоже платились. То есть предоплаты там за все налоги тоже платились, это видно. Поэтому мораль истории такая, да, мне хотели дать отказ. Я сейчас объясню, что я сделал потом и почему это правильно. Мне хотели дать отказ, потому что инспектор не принял именно вот эти выплаты за 2021 год. Да, это был первый год. Она говорит, что очень хорошая женщина попалась. Она, конечно, мне хотела отказать, но она реально была адекватной, да, то есть, ну, как бы, я с ней вел конструктивный диалог. Она говорит, прошу пана, буду давать вам отказ, типа, вот я вас предупреждаю, решайте, может, вы там заберете документы все-таки. И я говорю, окей, я все-таки заберу документы, потому что я понимал, что нет смысла подавать на апелляцию, проще подождать следующий год, чтобы тебе уже другие 3 года, да, последние, взяли в расчет. Я забираю свой внесок, потом переподаюсь там на карту часового побыту, получаю карту часового побыту без проблем на 3 года. Кстати, по jednoosobowej działalności. Когда я прихожу в ужонт забирать эту карту часового побыту, сидит инспектор, женщина, которую я помню еще 10 лет назад в Кракове. Это та же женщина, которая выдавала мне первую карту побыту. И я ей об этом говорю. Я говорю, вы знаете, я вас помню, вы выдавали мне первую карту побыту по бизнесу. У меня жена с Луганска. Ну, тогда такие беженцы первой партии приехали. Она такая, о, да, классно, там туда-сюда, мы начинаем общаться. И она говорит, а что вы на карту по быту подаетесь? Вы же как бы вроде тут уже давно. Я ей объясняю ситуацию. И она говорит, ну да, классно, молодцы, что забрали документы, потому что иначе следующие 5 лет вы бы не смогли податься на карту резидента. Я говорю, в смысле? И она отвечает, что если вам дали бы отказ, вы бы дальше не подавались бы на апелляцию, да, то вы не смогли бы, то есть закон, который говорит, что вы не смогли бы податься потом на карту долготерминового резидента в течение следующих 5 лет.
Вот. Напишите, пожалуйста, знатоки, кто читал этот закон, потому что я вам вот почем взял, потом и отдаю, да. Мне это сказал инспектор, вот просто сидя напротив меня. Та же женщина, которая 10 лет назад выдавала мне первую карту. Поэтому, если у вас будет такая ситуация и будет возможность вести коммуникации, вы понимаете, что на апелляцию не вариант будет подаваться, потому что вы там хотели проскочить, да, то я бы вам советовал забирать документы и там переподать, переделать свой кейс, но все-таки именно не получать отказ. Да? Отказ — это всегда какая-то печать где-то в системе в любом случае. Это, знаете, как с визой в Америку. Я когда-то подавался на Work and Travel, и мне тоже дали отказ. И недавно я заполнял заявку, и я чудом вспомнил, что мне надо, там есть галочка, да, мне надо об этом указать. А я вообще забыл. А у меня получается какая-то случайность, но у меня там в какие-то 20 лет, да, или там 18 лет мне было, у меня тоже есть отказ, который, ну, нежелателен. Поэтому я вам желаю как можно меньше отказов в вашей жизни, отказах в картах по быту, отказах апрува вам, подтверждения вам ваших карт по быту, ваших кредитов в Польше. Хорошего вам бизнеса в Польше. Всех обнял, приподнял. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.